Озеро не было отмечено ни на одной карте. Я знал это точно, потому что перед поездкой проверил все, что только мог достать современный человек. Детальные спутниковые снимки высокого разрешения, старые советские топографические и туристические схемы, даже заброшенные форумы местных рыбаков и охотников, где обычно обсуждают каждую лужу. В том месте, куда мы приехали, после многочасовой тряски по разбитым дорогам, не должно было быть воды. Согласно всем картам, здесь простирался лишь глухой, монотонный лес, заболоченная низь и старая, полузаросшая проселочная дорога, давно не используемая ни людьми, ни техникой. Но озеро было. Оно возникло перед нами внезапно, словно проступив сквозь пелену деревьев. Внушительное, пугающе круглое, оно лежало между вековых сосен, словно темное, идеально отполированное зеркало, уроненное кем-то в сырую землю. Нас сразу поразила его поверхность. Вода была абсолютно неподвижной. Ни маленькой ряби от ветра, ни единой волны, ни даже привычного отражения июльского неба. Казалось, эта маслянистая густая поверхность поглощает свет, а не отражает его, утягивая солнечные лучи в бездонную глубину. «Странно», – негромко сказала Аня, застыв на месте. «Я ведь здесь выросла, в этих краях. Этого озера никогда не было». Она сказала это слишком спокойно, искусственно выравнивая голос, но я заметил, как ее пальцы, сжимавшие лямку рюкзака, мелко и непрерывно дрожали. Мы остановились на самом краю этой безмолвной зоны. Лес вокруг стоял неестественно густой, старый, сосны взмывали вверх, создавая плотный навес, из-за чего внизу все оказалось почти черным от густой тени. Запах здесь был тоже особенным. Сырой, пронзительно холодный, будто на дворе стоял мрачный октябрь, хотя по календарю вовсю шел жаркий июль. Где-то далеко, за километры отсюда, должна была быть обитаемая река. Должны были петь птицы, жужжать назойливые насекомые. Но здесь было тихо. Слишком тихо. Эта тишина буквально давила на барабанные перепонки, заставляя собственное дыхание казаться оглушительным. «Может, это просто какой-то старый затопленный карьер?» – предложил я, пытаясь найти хоть какое-то рациональное, бытовое объяснение увиденному. «Ну, знаешь, копали когда-то, наткнулись на подземные воды, вот его и залило». Аня медленно, какими-то заторможенными движениями покачала головой. «Здесь никогда ничего не копали. Никаких производств или карьеров, тут заповедная глушь». И она внезапно замялась, опустив взгляд. «Здесь люди никогда не останавливаются». «Почему?» – спросил я, всматриваясь в ее бледное лицо. Она не ответила, просто продолжала неподвижно смотреть на темную воду, словно загипнотизированная. Преодолевая подсознательное сопротивление, я подошел ближе к кромке воды. И в этот самый момент, когда моя тень коснулась маслянистой глади, я почувствовал странное, липкое ощущение,
будто кто-то пристально, не мигая, смотрит на меня изнутри, из самой глубины, снизу вверх. Это не было игрой воображения, не было моим собственным отражением или причудливой тенью от сосен. Это был тяжелый, осознанный, осязаемый взгляд. От неожиданности и дикого подсознательного страха я резко отступил назад, едва не потеряв равновесие. «Ты это чувствуешь?» — хрипло спросил я, чувствуя, как по спине пробежал мороз. Аня медленно кивнула, даже не повернувшись ко мне. «Оно знает, что мы здесь». Несмотря на растущую тревогу, возвращаться назад по темнеющему лесу было безумием. Мы решили остаться только на одну ночь, переждать до рассвета. Палатку мы поставили на безопасном, как нам тогда казалось, расстоянии от берега. Метрах в 30, укрывшись за первыми рядами деревьев. Костер разгорался на редкость плохо. Дрова, собранные вокруг, хотя и казались сухими снаружи, внутри были насквозь влажными, пропитанными той самой могильной сыростью. Густой едкий дым не поднимался к небу, а стелился низко по земле, закручиваясь у наших ног, будто какая-то невидимая сила прижимала его, не позволяя рассеяться. С наступлением полноценной темноты озеро странным образом исчезло, не визуально, физически. Нашими глазами, привыкшими к полумраку, его все еще можно было разглядеть, как огромное чернильное пятно среди деревьев. Но само ощущение пространства, разделявшего нас, полностью пропало, как будто между нашей палаткой и краем воды больше не существовало расстояния. Возникало жуткое чувство: сделай один случайный шаг во тьму, и ты уже там, в этой черной ледяной бездне. Мы сидели у затухающих углей, когда Аня, по-прежнему не глядя на меня, тихо произнесла: «Если услышишь ночью, как тебя зовут, не отвечай». «Что?» Я недоуменно уставился на нее. «Кто меня может звать в этой глуши?» «Просто не отвечай», — повторила она, и в ее голосе, звенящей струной, натянулся ужас. «Даже если этот голос будет мой». Я хотел было рассмеяться, перевести все в шутку, списать ее слова на переутомление и страшилки у костра, но вовремя сдержался. Выражение ее лица не оставляло места для веселья. Часть 2. Ритм во тьме. Ночью я проснулся. Сон слетел с меня мгновенно, словно от толчка. Из темноты снаружи донесся плеск. Он был не громким, а каким-то вкрадчивым, осторожным, словно кто-то или что-то впервые училось двигаться в водной среде. Медленно, неловко, с явными ошибками, шумно шлепая там, где нужно было пройти бесшумно. Преодолевая оцепенение, я осторожно расстегнул молнию и выглянул из палатки. Огромная луна висела неестественно низко, почти касаясь острых верхушек сосен. В ее мертвенно-белом свете озеро снова было отчетливо видно, и на его идеально круглой, застывшей поверхности появились круги, расходящиеся в разные стороны, но, вопреки законам физики, не затухающие и не исчезающие, а продолжающие пульсировать.
А потом до моего слуха донесся голос: «Иди сюда». Он был очень тихим, мягким и до боли знакомым. И шел он не с берега, а прямо изнутри воды, с самой глубины. Я замер, затаив дыхание, и не ответил. Голос подождал немного и снова повторил мое имя. Теперь еще мягче, почти ласково, с той едва уловимой, теплой интонацией, с какой близкие зовут тебя домой из другой комнаты. Но в этой интонации крылось нечто зловещее. Голос был слишком правильным, слишком точным, механически вывернутым, будто кто-то очень долго и внимательно слушал меня, изучал мои аудиозаписи или воспоминания. И теперь учился говорить именно так, подделывая человеческую речь. Дрожащими руками я медленно застегнул палатку изнутри, стараясь не издать ни единого звука, и сел на спальник, плотно прижав колени к груди. Сердце в грудной клетке билось глухо, тяжело, с какими-то болезненными перебоями, словно оно само боялось издать лишний шум, способный выдать наше присутствие. «Не выходи!» – раздался внезапный шепот Ани рядом. Я сильно вздрогнул. В темноте палатки я не мог видеть ее лица, но ее голос прозвучал совсем близко. Она не должна была слышать этот зов, ведь он предназначался мне. Но, как оказалось, она лежала рядом, вытянувшись в струну и совершенно не двигаясь, и смотрела в невидимый потолок палатки широко открытыми, полными ужаса глазами. «Ты тоже слышишь это?» – едва слышно спросил я. «Я слышу его всегда». Так же тихо, отрешенно ответила она. С тех самых пор, как это озеро здесь появилось. Я хотел задать следующий вопрос, потребовать объяснений, но плеск снаружи внезапно изменился и стал ближе. Теперь это было не просто хаотичное движение воды. Появился четкий, пугающий ритм. Шаг, тягучая пауза, еще один шаг, снова пауза. Звук был такой, словно кто-то массивный, мокрый, преодолевая сопротивление толщи воды, медленно выходил на берег. Прежде чем я успел пошевелиться, Аня резко рванулась вперед и намертво зажала мне рот своей ледяной ладонью. «Не смотри!» – выдохнула она мне прямо в ухо. «Если ты увидишь его отражение в лунном свете, оно тебя запомнит навсегда». Прямо за тонкими тканевыми стенками нашей палатки что-то тяжело хрустнуло. На этот раз это были ломающиеся ветки и шуршащие камни под чьим-то весом. Существо двигалось очень осторожно, неуклюже, будто оно прощупывало этот мир, не зная до конца, какие звуки здесь допустимы, а какие могут спугнуть добычу. Оно обошло палатку по кругу. Мы слышали его мокрое, тяжелое скольжение, буквально в полуметре от наших голов. А потом все стихло. Навалилась та самая неправильная мертвая тишина. Мы просидели в таком положении, не шевелясь и боясь сделать глубокий вдох до самого рассвета. Ни один из нас не сомкнул глаз ни на минуту, когда серое туманное небо наконец начало едва заметно светлеть, знаменуя приход утра,
Озеро снаружи снова изменилось, приняв свой дневной облик. Обычная темная, абсолютно неподвижная и холодная вода. Осмотрев берег сквозь щель в палатке, я не обнаружил никаких видимых следов, ни примятой травы, ни мокрых отпечатков. Но кое-что изменилось. Наша палатка теперь стояла значительно ближе к воде, чем мы ее ставили вечером. Расстояние сократилось чуть ли не вдвое. «Мы ведь не двигались ночью», — сглотнув сухой комок, сказал я. «Мы нет», — ответила Аня, собирая свои вещи деревянными от усталости пальцами. «Оно само двигает все вокруг себя, сжимает пространство, чтобы ему было удобнее дотянуться». Часть 3. Обмен. Всю правду она рассказала мне только утром, когда мы лихорадочно паковали лагерь. Несколько лет назад в этом самом квадрате леса пропала маленькая девочка. Тихим, монотонным голосом начала Аня. Ее искали неделями, прочесывали каждый метр. Не нашли ничего. Через год на том же месте исчез взрослый мужчина. Опытный охотник, знавший здешние места как свои 5 пальцев. Еще через полгода пожилая семейная пара, отправившаяся за грибами. Их уже не искали так долго. Все местные прекрасно знали, если человек ушел в эту конкретную часть леса и не вернулся к вечеру, его лучше не искать. Он уже никогда не вернется прежним, даже если каким-то чудом выберется к людям. А это озеро, оно появилось сразу после того, как исчезла та пожилая пара. Это был последний раз, когда ландшафт изменился. «Ты хочешь сказать, что озеро забирает людей? Топит их?» – спросил я, оглядываясь на зеркальную гладь. «Оно не просто топит». Аня остановилась и посмотрела на меня пустым, измученным взглядом. «Оно их оставляет». «Кого оставляет?» Она снова повернулась к воде. «Тех, кто согласился». Меня словно дернуло что-то изнутри, сам не понимая, зачем и под влиянием какого импульса. Я снова подошел к самому берегу. Вода в утренних лучах казалась обманчиво прозрачной, но лишь на самую малость, у поверхности. Ниже, буквально в полуметре от края, начиналась абсолютная, плотная, непроглядная чернота. Я наклонился, чтобы посмотреть вниз, и вдруг замер. В воде появилось отражение. Но это было не мое отражение. Из черной глубины на меня смотрел человек, внешне один в один похожий на меня, но выглядевший значительно старше, бледнее, совершенно пустыми, мертвыми глазами, лишенными зрачков. Этот другой я стоял там, под толщей воды, смотрел прямо мне в лицо и жутко, неестественно широко улыбался. «Ему нужно твое место», – прошептала Аня, незаметно подошедшая со спины. «Ему нужно физическое тело, чтобы выйти отсюда в наш мир». В этот момент черная вода под моим взглядом едва заметно дрогнула. Пошли первые легкие вибрации. И тут до меня дошла истинная природа этого места. Озеро не заманивает свои жертвы обманом или силой, как хищник. Оно ждет добровольного обмена.
Я отшатнулся от воды так резко и панически, что потерял равновесие. Поскользнулся на мокрой, скользкой глине у кромки и едва не рухнул прямо в озеро. В последний момент мне удалось удержаться на ногах. Чужое отражение исчезло мгновенно, словно его там никогда и не было. Но липкое, цепкое ощущение чужого взгляда на коже осталось, вызывая тошноту. «Больше никогда так не делай», – строго, с надрывом сказала Аня. «Оно очень любит, когда на него смотрят. Это подпитывает его». Мы приняли единственно верное решение – бежать отсюда немедленно. Собирали остатки лагеря в полной тишине, торопливо, судорожно запихивая вещи в рюкзаки. Нас преследовало стойкое ощущение, что сам лес вокруг внимательно слушает наши мысли, проникает в сознание и делает все, чтобы не выпустить нас из своих объятий. Когда я рывком закинул свой рюкзак на плечо, мне показалось, что он стал в раза в 2 тяжелее, чем был вчера. Словно ткань напиталась невидимой свинцовой тяжестью этого места. Но самое страшное ждало нас впереди. Тропа, по которой мы пришли сюда вчера, и которую я отчетливо помнил, полностью исчезла. На ее месте теперь высилась плотная, сплошная стена огромных деревьев, старых, уродливо перекрученных сосен, с переплетенными ветвями, выглядевших так, будто они росли здесь безвестно долгие десятилетия. Но ведь еще 16 часов назад здесь шла открытая грунтовая дорога. Мы ошиблись направлением, заблудились? С надеждой в голосе спросил я, вглядываясь по сторонам. Аня медленно, с покорностью обреченной, покачала головой. Нет, озеро просто не любит, когда от него уходят без его на то разрешения. Часть 4. Застывшее время. Поняв, что прямой путь отрезан, мы решили пойти вдоль береговой линии, надеясь обойти водоем по широкой дуге и в конечном итоге наткнуться на проселочную дорогу дальше в лесу. Однако реальность быстро разрушила наши планы. Сколько бы мы ни шли, ускоряя шаг и почти срываясь на бег, темная вода неизменно оставалась по правую руку от нас, строго на одном и том же расстоянии. Окружающий пейзаж вообще не менялся. Те же перекрученные стволы, та же черная тень, та же мертвая тишина. Не было ни одного нового ориентира, ни одного приметного или знакомого дерева, за которое мог бы зацепиться взгляд. В какой-то момент меня прошиб холодный пот от страшного осознания. Мы ходим по идеальному кругу, но наши ноги, суставы и вестибулярный аппарат этого абсолютно не чувствовали, воспринимая путь как прямую линию. «Сколько времени мы уже идем?» – спросил я, тяжело дыша. «Мне кажется, прошел не 1 час». Аня остановилась, взглянула на свои наручные часы и мгновенно побледнела, едва не выронив их. Они стоят. Я посмотрел наверх, сквозь кроны деревьев. Солнце висело в небе абсолютно неподвижно, словно нарисованное на холсте дешевых декораций. Длинные уродливые тени от сосен застыли на земле без малейшего намека на движение.
Даже сам воздух казался плотным, застывшим, превратившимся в прозрачный клей. Привычное время здесь больше не текло. И именно тогда, в этой звенящей пустоте застывшего мира, мы услышали шаги. Они доносились не со стороны озера, а из самой чащи леса. Кто-то приближался к нам, совершенно не скрываясь, полуверенно, размеренно, с отчетливым, громким хрустом сухих веток под ногами. Я весь напрягся, сжал кулаки, внутренне готовясь увидеть какое-нибудь лесное чудовище или обезумевшего дикаря, но из-за густых деревьев на небольшую поляну вышла маленькая девочка лет 10. На ней было простое, насквозь мокрое платье, облепившее худое тело, а под ее глазами залегли глубокие, пугающие темные круги. «Вы тоже пришли?» – тихо спросила она, остановившись в нескольких шагах от нас. Ее голос звучал неестественно, глухо, тускло, словно он пробивался к нам откуда-то из-под толстой толщи воды. «Ты жива? Как ты здесь оказалась?» – выдохнул я, делая непроизвольное движение вперед. Девочка жутко улыбнулась уголками губ. «Иногда...» Аня тут же резко дернула меня за руку назад, заставляя отступить. «Не разговаривай с ней, ради всего святого, не слушай ее!» Яростно прошептала она мне. «Это давно не ребенок, это берег!» «Оно отпускает тех, кто приводит вместо себя других», – спокойно продолжила девочка, проигнорировав слова Ани, и перевела свой пустой, немигающий взгляд прямо на меня. «Ты ведь уже видел себя там, в воде, правда?» «Я знаю, что видел. Значит, оно тебя уже выбрало». В ту же секунду озеро за нашими спинами шумно зашевелилось. Доселе недвижимая водная гладь резко поднялась вверх на несколько сантиметров, словно огромный живой организм сделал глубокий и тяжелый вдох. И в этот миг в моей голове наконец сложился весь пазл. Я понял, этот зловещий лес вовсе не ловушка, из которой нельзя найти выход. А само озеро – это не просто водоем. Озеро – это дверь. А кто-то из нас двоих должен остаться здесь навсегда, чтобы эта дверь наконец закрылась и выпустила второго. Часть 5. Глубина. Девочка исчезла так же внезапно и тихо, как и появилась. Она словно растворилась в полумраке между деревьями, будто сам лес втянул ее обратно в свою структуру. На том месте, где она только что стояла, осталась лишь примятая, сочащаяся влагой трава и цепочка отчетливых следов босых детских ног, которые вели обратно к воде. Это была она. Едва слышно прошептала Аня, закрыв лицо руками. Первая пропавшая девочка, та самая, с которой все началось. Я хотел было спросить ее, откуда у нее эта информация, но ответ уже сам собой сформировался внутри моего сознания. Это озеро не рождалось единственным путем. Его не создавала природа. Оно буквально собиралось по крупицам, из душ и тел людей, из тех, кто остался здесь в прошлые годы, кто согласился на обмен, кто поддался страху и не смог вовремя уйти.
И тут мы снова услышали тот самый голос. Но на этот раз он больше не звал меня по имени, не пытался подражать моим близким. Он объяснял. Голос звучал одновременно отовсюду. Он вибрировал в толще воды, поднимался из рассекающихся корней старых деревьев, струился в самом воздухе между нами. Место не может оставаться пустым. Монотонно гудел этот ментальный хор. Тишина всегда требует формы. Глубина требует чьей-то памяти. Аня из последних сил зажала уши ладонями. Зажмурилась, но это не принесло облегчения. Голос звучал прямо внутри наших черепных коробок. «Оно хочет именно тебя», — сквозь слезы сказала она, поворачиваясь ко мне. С самого первого момента, как мы ступили на эту землю, я здесь только для того, чтобы привести тебя. Что? Я в ужасе отпрянул от нее. Ты знала все с самого начала. Ты заманила меня сюда. Она медленно кивнула. В ее глазах, опухших от слез, больше не было первобытного страха. В них осталась лишь бездонная, черная, вековая усталость человека, который больше не может бороться. Я уже была там, внутри этого озера, много лет назад. Тихо, ломающимся голосом призналась она. Оно меня тогда отпустило обратно к людям, только потому, что я была слабой, испуганной, и пообещала ему, что вернусь не одна, что приведу замену. Я в панике сделал еще несколько шагов назад, но отступать было уже некуда. Прямо за моей спиной плескалась вода. Холодная, жидкая, абсолютно черная и осязаемо живая. Поверхность озера снова пугающе дрогнула, покрылась мелкой вибрацией, и в ней в третий раз проступило мое зловещее отражение. Двойник, который теперь выглядел еще более отчетливо, перестал быть просто картинкой. Тот другой я медленно поднял руку под водой и протянул ее мне навстречу, словно приглашая сделать финальный шаг. «Если ты останешься...» Вновь зазвучал всеобъемлющий голос из пустоты. «Этот лес снова станет обычным лесом. Пространство распрямится. Люди больше никогда не будут здесь пропадать. Озеро уснет». «А если я откажусь?» – выкрикнул я в пустоту, чувствуя, как подступают слезы. Окружающая тишина мгновенно сгустилась, стал почти осязаемой, тяжелой, как свинец. Тогда оно проснется окончательно и поглотит все. Я в последний раз посмотрел на Аню. Она стояла передо мной и беззвучно, горько плакала, не прикрывая лица. «Прости меня, пожалуйста, если сможешь», – прошептала она. «Я не смогла остаться тогда, в тот первый раз. Я была слишком слабой, я хотела жить». И в этот судьбоносный миг я отчетливо понял, никакого выбора, никаких альтернатив на самом деле у меня нет. Это древнее место не берет свои жертвы грубой силой. Оно не утаскивает их на дно, вопреки воле. Оно методично, слой за слоем, ломает твою реальность, пока ты сам сознательно и добровольно не согласишься на этот обмен. Я закрыл глаза, сделал глубокий вдох
и шагнул назад, прямо в ледяную воду. На удивление, обжигающий холод не был резким или болезненным. Он показался мне каким-то странно знакомым, убаюкивающим. Это было похоже на долгожданное возвращение в старый родной дом, который ты никогда в своей сознательной жизни не видел, но подсознательно всегда помнил и искал. Черная вода плавно, без брызг, сомкнулась сначала вокруг моих щиколоток, затем поднялась к коленям, бедрам, окружила грудную клетку. Последнее, что мне удалось увидеть сквозь пелену угасающего человеческого зрения, это как Аня в бессилии падает на колени на глинистом берегу, а весь окружающий нас вековой лес вокруг нее начинает стремительно двигаться, распрямляться, оживать и дышать полной грудью, освобождаясь от многовекового проклятия. Когда маслянистая темная вода окончательно накрыла мои глаза и затекла в уши, заглушая звуки внешнего мира, в моем засыпающем сознании раздался финальный, едва уловимый шепот. «Теперь ты — глубина». Эпилог. Через несколько дней это загадочное лесное озеро полностью исчезло, словно его никогда и не существовало на свете. На его месте осталась лишь просторная, идеально круглая поляна, удивительно сухая, покрытая мягкой зеленой травой и залитая ярким солнечным светом. Старые карты снова стали правдивыми. Местные жители и приезжие туристы быстро прознали про это чудесное место и начали без страха ходить туда, собирать ведрами грибы и ягоды, устраивать пикники, ставить палатки прямо в самом центре бывшей аномалии. Из того квадрата леса больше никогда и никто не пропадал. Но иногда в самые безветренные глухие ночи, когда природа вокруг засыпает, если набраться смелости, подойти к самому центру этой светлой поляны, присесть на корточки и внимательно прислушаться к траве, можно отчетливо услышать чье-то тихое, размеренное, едва уловимое дыхание, идущее из глубоких подземных недр. Пожалуйста, никогда не подходите туда слишком близко, потому что истинная глубина, она никогда не бывает абсолютно пустой.